За всю историю человечества на планете существовало огромное количество народов и целых цивилизаций, которые не дожили до сегодняшнего дня. Историки и археологи активно занимаются изучением каждой из них. Вот только если об одних информации много, и можно узнать, как они появились и пропали с авансцены истории, то судьба других для исследователей продолжает быть туманной. Вашему вниманию девятка цивилизаций, загадка исчезновения которых остается неразгаданной. Ольмейки. Ольмейки жили в Южной и Центральной Мексике, приблизительно в 1400-х годах. До н.э. их остатки обнаружили на территории современных Сан-Лоренцо, Патреро-Нуэво и Теночтитлане. Представители этой культуры оставили после себя пирамиды, дворцы, скульптуры и даже курганы. Уровень их обработки свидетельствует о том, что данная цивилизация ныне именуется учеными как самая древняя и развитая цивилизация среди всех известных американских народов. А вот о причинах исчезновения ольмекской народности, которая произошла в 400-х годах до н.э., неизвестно ничего. Выдвигается несколько теорий: климатические изменения, сейсмическая и вулканическая активность, либо вообще выдвигаются мнения о похищении цивилизации неизвестными существами. Набатейское царство. Территорией Набатейского царства называется регион, где находится нынешний Израиль, Иордания, Сирия и Саудовская Аравия. Сохранилась и столица государства, город Петра, который буквально высекли из скалы. Известно, что в основном набатеи занимались торговлей драгоценными камнями и металлами, натуральным шелком, слоновой костью, чему способствовало выгодное географическое положение. Кроме того, в отличие от других древних цивилизаций, в Набатейском царстве не было рабства. Однако успешная и передовая на первый взгляд цивилизация примерно 4 веки до н.э. внезапно, но при этом очень организованно уходит с отлично обжитого места. Исходя из этих данных, историки сделали лишь один вывод относительно исчезновения набатеев: торговые пути сменились, и территория оказалась невыгодной для проживания. Аксумское царство. Аксумское царство располагалось на территории современной Эфиопии и датируется 1 веком нашей эры, а столица именовалась Аксум и была торговым городом. Основным предметом сбыта были слоновая кость и золото, а покупателями зачастую становились Индия и Древний Рим. Об успешности достатки этой народности говорит, в частности, наличие собственной монетной расчетной системой. Другим известным памятником культуры Аксумского царства это стеллы, дошедшие до наших дней. Об исчезновении цивилизации спорят до сих пор, зачастую выдвигаются предположения о возможном завоевании государства еврейской царицы Юдифью, стихийные бедствия или изменение климата, либо упадок и голод по причине торговой изоляции. Микены. Довольно известная древнегреческая цивилизация, которая существовала приблизительно с 1600-х годов. До н.э. микенская культура отличалась сильной военной организацией, имевшей, в частности, собственный морской флот. В мирные же годы микенцы занимались торговлей, причем сбывалась продукция ремесленников, так как территория их расселения была бедна на природные ресурсы. А вот о том, куда делись представители этой цивилизации, дискуссии не утихают десятилетиями. Самыми популярными версиями являются природные катаклизмы, военный упадок, классовый конфликт. Кхмерская империя. На территории современной Камбоджи, а также Вьетнама, Таиланда и Лаоса можно найти величественные остатки некогда сильнейшего государства Юго-Восточной Азии 9 столетия. Среди историков она известна как Камбоджа-Деша и отличается яркостью и богатством культуры. Однако просуществовала столь сильная империя всего 500 лет, после чего непонятно по какой причине она прекратила свое существование. Историки и археологи считают наиболее вероятной версией исчезновения Кхмерской империи экономический упадок из-за постоянных войн. Трипольская культура. На территории Восточной Европы примерно 5000 лет назад существовала богатейшая земледельческая цивилизация – трипольская культура. Вот только загадок после себя оставила достаточно. Например, совершенно непонятно, зачем трипольцы через каждые 50-70 лет полностью сжигали свою деревню, чтобы на этом же или другом месте выстроить новую. Совершенно непонятны и причины, по которым они исчезли с исторической карты. Самыми популярными версиями в этом отношении являются климатические изменения,
завоевание трипольской культуры другой или мирная ассимиляция с соседствующими племенами в результате общего упадка. Культура Клавис. Доисторическая цивилизация каменного века, названная исследователями Клавис, нередко считается ими первой цивилизацией, которая проживала в Северной и Центральной Америке, по данным редакции Навати.ру, существовала она примерно 14 тысяч лет назад. Будучи ярким представителем каменных племен, они, как и остальные, занимались собирательством и охотой. Но больше информации о них фактически нет, равно как и причин их исчезновения. Среди версий выдвигаются предположения о падении небесного тела, либо о похолодании в результате ледникового периода. Минойская цивилизация. Еще одна античная цивилизация, оставившая после себя немало тайн. Согласно выводам археологов, культура существовала примерно с 14 столетия до н.н., то сеть является представителем бронзового века. Ряд раскопок, которые проводятся экспедициями, находят множество остатков дворцов и артефакты. Однако все эти находки не проливают свет на обстоятельства исчезновения минойской цивилизации. Среди наиболее популярных теорий сейсмическая или вулканическая активность, а также стихийные бедствия, ставшие причинами голода. Анасази. Данная индейская культура настолько древняя, что исследователями именуется как цивилизация, которая была предками племени Пуэбло. Территория ее расселения определяется современным юго-западным регионом Америки. А о Анасази известно, что они занимались изготовлением керамических изделий, которые и сегодня археологи находят в оставшихся после них качественно построенных зданиях. Об исчезновении данной цивилизации известно только то, что они покинули обжитые территории в 12 столетий до н.н., а причины данного процесса не исследованы до конца, и на сегодняшний день основной версией считаются военные конфликты. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.